Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот очень красивые, но при этом очень простые слитки. Вяжутся данные слитки очень просто, при этом смотрится очень красиво и эффектно. Данные слитки в мастер-классе я буду вязать из слонимской пряжи. Значит, смотрите, эта слонимская пряжа у нас идет не скрученная, и там получается вот таких вот 4 тонких не скрученных ниточки. А вязать я буду в 3 моточка. Значит, смотрите, в одном моточке получается метраж на 50 грамм 202 метра. Так как я буду вязать, как я сказала, в 3 таких моточка, то метраж у меня будет идти на 100 грамм, где-то примерно 135 метров. Поэтому вы можете взять или такую же пряжу, или пряжу похожего метража. Я буду использовать два цвета. Один основной розовый и второй вот такой вот голубой вспомогательный цвет. И в мастер-классе сейчас эти слитки я буду вязать на размер ноги 36-38. Но сейчас обязательно перед тем, как приступать к вязанию, мы с вами разберемся с принципом вязания, так, чтобы данные слитки вы смогли связать абсолютно на любой размер ноги. Значит, смотрите, для того, чтобы нам связать слитки, сейчас вместе с вами мы свяжем вот такую вот заготовку. Заготовка и для правой, и для левой ноги вяжется абсолютно одинаково. Длина этой заготовки будет зависеть от вашего размера ноги. Сейчас где-нибудь здесь на экране я вам ставлю таблицу, где вы сможете посмотреть, какому размеру какое количество сантиметров соответствует. Как я сказала, данные слитки в мастер-классе я буду вязать на размер ноги 36-38. Сейчас я возьму среднее значение, то есть 37 размера ноги. И 37 размер ноги по таблице у нас равен 23,5 сантиметров. Теперь мы должны, то есть размер нашей ноги в сантиметрах, и это значение мы должны умножить на 2. Умножаем мы на 2, так как вот эта заготовка, которую сейчас мы с вами будем вязать, получается вот 2 раза обвертывает нашу ногу. Поэтому так и получается, что размер ноги в сантиметрах мы умножаем на 2. И это у меня получается 47. Теперь смотрите, от получившегося числа мы должны отнять где-то примерно 4 сантиметра. 4 сантиметра это как раз таки идет на растяжение полотна, так как полотно у нас идет вязаное и эластичное. И для того, чтобы эти слитки хорошо и плотно вот облегали ногу и не спадали с пятки, вот как раз таки на это растяжение мы и отнимаем где-то примерно 4 сантиметра. И это у меня сейчас получается 43. То есть получается длина этой заготовки, вот именно на этот размер ноги, который я планирую связать, должна быть вот в общей сложности 43 сантиметра. Маркером вот здесь я отметила середину вязания, то есть вот я прикладываю сантиметровую ленту, вот начало вязания, и вот ровно до маркера, до середины вязания. У меня сейчас это получается ровно 21,5 сантиметр. И, соответственно, вторая часть у меня также сейчас идет вот ровно 21,5 сантиметра. То есть итого длина моей заготовки равна 43 сантиметра. То есть то количество сантиметров, которое мне и необходимо. То есть, как вы понимаете, длина заготовки у каждого из нас может отличаться в зависимости от того, на какой размер данные слитки вы планируете связать. А вот что касается ширины, то это является величиной постоянной, то есть для любого размера взрослых слитков. И вот эта высота у нас сейчас равна ровно 10 сантиметров. Плюс-минус 1 сантиметр большого значения иметь не будет. Теперь смотрите, по конструкции данные слитки у нас идут сшивные. То есть у нас будет идти шов
по подошве, но этот шов у нас идет с двух сторон абсолютно гладкий и незаметный. То есть вот сейчас я вам его покажу именно с лицевой стороны. То есть вот вы видите, что платочные дорожки больше даже выступают, нежели вот этот шов по лицевой стороне. Далее в конце видео, когда я буду сшивать второй следок, я вам покажу, как этот шов будет смотреться вот именно по изнаночной стороне. То есть по изнанке он идет такой же незаметный, как и по лицевой стороне. Поэтому никакого дискомфорта это вызывать не будет. Поэтому, друзья, надеюсь, вам нравятся данные следки, и вы сейчас с удовольствием свяжете их вместе со мной. Поэтому берем пряжу, готовим спицы и приступаем к вязанию. На 2 чулочные спицы, диаметр спиц я взяла 4 мм. Обычным способом набора, то есть с помощью длинного хвоста, я набираю 20 петель. На спице я набрала 20 петель, одну спицу аккуратно вынимаю, и сейчас мы сразу приступаем к вязанию первого ряда. Первую кромочную петлю я всегда на протяжении всего вязания буду просто переснимать, не провязывая. И все остальные петли я буду вязать с лицевыми, так как основное полотно следков я буду вязать платочной вязкой. Поэтому вот я сейчас вяжу именно первый ряд. Все петли в первом ряду я провязываю лицевыми. Последние кромочные петли на протяжении всего вязания я буду провязывать вот изнаночной петлей, и вязание я сразу переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны здесь также первую кромочную петлю я просто снимаю, и все остальные петли я также буду провязывать лицевыми. В конце второго ряда кромочную петлю я также провязываю сейчас изнаночной, и вязание переворачиваю на лицевую сторону. Теперь смотрите, если мы посмотрим на уже готовое полотно, то здесь мы видим, что мы менять нить будем через каждых 2 ряда. То есть смотрите, я провязала нитью розового цвета, то есть розовый цвет в моем случае является основным. 2 ряда лицевой и изнаночный, и теперь я должна взять нить контрастного цвета. Значит, никаких закрепляющих узелков я сейчас не делаю, просто вот кончик прикладываю к краю. И смотрите, в тот момент, когда мы будем вязать полотно нитью контрастного цвета, кромочные петли мы также будем просто переснимать, не провязывая. Поэтому вот мы снимаем первую кромочную петлю, это наша первая петля, и дальше все остальные петли мы провязываем лицевыми. То есть вот идет вторая петля, и эту вторую петлю я провязала нитью контрастного цвета. Третья петля, четвертая петля, пятая, шестая, седьмая, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. То есть нитью контрастного цвета я сейчас провязала 15 петель. Это вместе с кромочной. И здесь у меня должно остаться вот 5 петель. Значит, в тот момент, когда здесь вот у нас остается на левой спице 5 петель, рабочую нить я сейчас помещаю вот перед работой, и вот эту розовую петлю с левой спицы я сейчас просто переснимаю на правую спицу. При этом рабочая нить у нас должна оставаться перед работой, то есть на лицевой стороне. И вязание я сразу переворачиваю вот именно на изнаночную сторону. То есть вот мы сделали обвитие розовой петли. Теперь эту розовую петлю я возвращаю обратно. Вот моя идет рабочая нить, и теперь я продолжаю вязать этот ряд с изнаночной стороны. То есть лицевыми петлями я сейчас провяжу вот как раз таки эти 15 петель, но с изнаночной стороны. И эти петли я провязываю также лицевыми. Последнюю петлю в конце ряда я провяжу изнаночной. То есть вот последняя розовая петля, я ее провязываю изнаночной петлей,
кончики подтягиваю и вязание сейчас переворачиваю на лицевую сторону. То есть вот мы с вами провязали нитью контрастного цвета укороченный ряд, то есть ряд мы не довязывали до конца. И опять же, если мы сейчас посмотрим на готовую вот эту вот деталь, это мы с вами провязали длинную вот полоску контрастного цвета. Теперь сбоку мы поднимаем нить вот розового цвета. Вот она у нас идет. Ниточки мы не обрываем, мы их просто откладываем. И теперь приступаем к вязанию следующего лицевого ряда. Значит, в тот момент, когда мы будем вязать полотно основным цветом, то есть в моем случае это розовый цвет, мы будем провязывать все петли до конца. Поэтому первую кромочную петлю мы просто снимаем. И дальше лицевыми петлями я довязываю этот ряд до конца. Вот именно нитью основного цвета. То есть вот у нас идет лицевая. Вот у нас идут дальше розовые петельки. Мы их также до конца провязываем лицевыми. Последнюю кромочную я провязываю изнаночной и вязание разворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую петлю я снимаю, и дальше все остальные петли до конца этого ряда я провязываю лицевыми. Последнюю петлю в конце ряда я провяжу изнаночной петлей. Последняя вот у меня идет изнаночная, и вязание переворачиваю на лицевую сторону. То есть вот мы с вами провязали нитью основного цвета лицевой полностью и изнаночный ряд. После двух провязанных рядов мы снова берем сбоку, поднимаем вот как раз таки ниточку от моточка контрастного цвета. И теперь следующую полосу мы будем вязать вот более короткую, то есть длинная, короткая и так далее. Разделять эти контрастные полосы будут вот как раз таки полные провязанные ряды основного цвета. Вот идет нить контрастного цвета. Значит, первую петлю я просто снимаю, не провязывая. И дальше вот это наша идет первая петля. И дальше мы сейчас должны провязать 10 петель. То есть первая, вторая петля, третья, четвертая, вот 10 петля, то есть вместе с кромочной всего здесь у нас 10 петель. И вот идет 11 петелька. Рабочую нить я помещаю перед работой, то есть вот по лицевой стороне. И вот эту 11 розовую петлю я просто переснимаю с левой спицы на правую. И вязание разворачиваю сейчас на изнаночную сторону. То есть вот идет рабочая наша нить. Розовую петлю вот я возвращаю обратно, так, к розовым всем вот этим петелькам. И сейчас провязываю ряд с изнаночной стороны, вот как раз таки вот нитью контрастного цвета. Также все петли лицевые до конца ряда. И последнюю петлю я провязываю вот изнаночной. Вязание разворачиваю на лицевую сторону, и фактически мы сейчас с вами провязали один раппорт узора. То есть этот раппорт будет у нас равен как бы вот целая провязанная полоса розовым цветом. Далее вот 15 петель провязано нитью контрастного цвета туда и обратно. Далее полный провязанный ряд, то есть или 20 петель нитью розового цвета туда и обратно, и 10 провязанных петель, то есть вместе с кромочной, опять нитью контрастного цвета туда и обратно. Далее вязание у нас будет повторяться, то есть сейчас мы должны опять сбоку поднять нить контрастного цвета, то есть в моем случае это розовый цвет. И розовым цветом мы сейчас должны провязать все петли лицевые. Поэтому первую кромочную петлю я просто снимаю. И дальше вот все остальные петли я провязываю лицевыми до конца ряда. Так как розовый цвет это идет именно основной цвет полотна.
лицевая, последняя кромочная, изнаночный. И вязание разворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны также первую петлю снимаю, и все остальные петли в изнаночном ряду я провязываю лицевыми. Итак, розовым цветом вот я снова провязала 2 ряда, лицевой и изнаночный, и получила одну провязанную платочную дорожку. И сейчас сбоку поднимаю снова нить контрастного цвета, и нитью контрастного цвета я сейчас буду провязывать вот эту длинную полосу. Вот эта длинная полоса у нас будет состоять из 15 петель. Поэтому смотрите, первую петлю я сейчас просто снимаю. Это первая петля. Эту петлю, несмотря на то, что мы не провязываем, мы ее считаем. То есть первая петля. Дальше вот вторая петля, третья, четвертая и так далее. Всего на правой спице у нас должно быть вот 15 петель провязанных вот. Или когда мы вяжем вот эту длинную полосу, мы, получается, вяжем все петли лицевые, не довязывая до конца этого ряда 5 петель. И вот как раз, смотрите, я провязала вместе с этой первой кромочной 15 петель, и здесь у нас осталось 5 петелек. Рабочую нить перед работой помещаю, то есть по лицевой стороне. Розовую, получается, вот эту петельку, то есть 15, и следующая, соответственно, это получается 16-ю петлю я просто переснимаю и вязание переворачиваю на изнаночную сторону. Дальше вот розовую петлю я возвращаю обратно, то есть мы делаем обвитие этой розовой петли для того, чтобы не образовывалось здесь в этом стыке никаких дырочек, так как мы вяжем сейчас укороченный ряд. Поэтому вот первую петлю возвращаю обратно, и дальше все остальные петли я провязываю лицевыми. Последнюю петлю в конце ряда я провяжу изнаночной. Итак, вот я провязала до конца вот укороченный ряд нитью контрастного цвета, более вот именно длинную полосу. И далее опять поднимаем сбоку нить основного цвета. И основным цветом я сейчас полностью провяжу лицевой и изнаночный ряд. То есть все 20 петель мы сейчас будем провязывать и в лицевом, и в изнаночном ряду. Итак, вот я провязала 2 ряда нитью розового цвета. Теперь я опять сбоку поднимаю нить контрастного цвета. И нитью вот контрастного цвета я сейчас должна провязать короткую полосу. Короткая полоса, как я говорила, у нас состоит из 10 петель. То есть первая петля кромочная, ее мы просто снимаем. Дальше вяжем, вот получается вторая петля лицевая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и 10-я лицевая петля. Рабочую нить помещаю перед работой. Так мы делаем в тот момент, когда мы вяжем именно укороченные ряды. Далее розовую, получается 11-ю петлю я просто переснимаю, не провязывая, и вязание разворачиваю на изнаночную сторону. Розовую петлю я сейчас возвращаю обратно, и все остальные петли в изнаночном ряду я сейчас вот провязываю лицевыми. И это мы сейчас с вами провяжем вот именно еще один укороченный ряд. Последнюю петлю я провязываю изнаночной, и сейчас снова мы провязали, получается, второй раппорт узора. То есть мы дальше продолжаем вязать вот это наше основное полотно по той схеме, которую я сейчас только что вам показала. И мы сейчас вяжем вот это полотно на нужную нам высоту, то есть то количество сантиметров, которые мы с вами рассчитали в начале этого видео. То есть если мы сейчас будем ориентироваться по вот этим длинным полоскам контрастного цвета, то этих длинных полосок у меня здесь провязано 21 вот эта полоса. То есть можно сказать, у меня здесь сейчас провязана 21 длинная полоса и 21 короткая полоса. Но в любом случае мы в первую очередь ориентируемся на нужные нам сантиметры. Итак, вот я связала всю длину полотна. Теперь нам осталось только закрыть петли
и сшить наши слитки. Поэтому я беру вязание лицевой стороной вверх, то есть после того, как мы вывязали всю длину полотна, вот нитью розового цвета по лицевой стороне я сейчас просто закрою все петли. Закрываем петли любым удобным для вас способом. Самое главное, чтобы вот этот край, который мы должны закрыть, не был сильно туго перетянут. Поэтому я сейчас вот первую петлю снимаю, вторую петлю провязываю лицевой и первую снятую протягиваю и спускаю через провязанную. Еще раз, петля на спице правой. Далее я провязываю лицевую петлю с левой спицы, и петля, которая у меня была на правой спице, я ее протягиваю и спускаю через провязанную. И опять петлю провязала, петля, которая была на спице, протянула и спустила. Здесь, как я сказала, сильно этот край мы не перетягиваем, поэтому при закрытии петель контролируем натяжение вот как раз таки этих петель и нити, сильно их не перетягиваем. Таким образом закрываем весь этот ряд до конца. Итак, вот я закрыла все петли до конца, и у меня осталась одна последняя петелька. Я ее вытаскиваю подлиннее, и ниточку от моточка мы сейчас можем обрезать. Обрезаем эту нить с тем учетом, чтобы этого кончика хватило сшить наши слитки. И теперь вот этот кончик, который я обрезала от моточка, я продеваю вовнутрь петли, ниточку вытаскиваю и петельку аккуратно затягиваю. Нить вот голубого цвета в данном случае я могу уже обрезать. В конце мы этот кончик просто спрячем по изнаночной стороне, а нить розового цвета я сейчас должна одеть в иголку с большим ушком. И сейчас этой ниточкой, которую я одела в иголку с большим ушком, мы должны прошить заднюю часть слитков и подошву. Сшивать наши слитки я буду по лицевой стороне. Поэтому я беру вначале, буду сшивать вот как раз таки задний вот этот шов. И задний этот шов я буду сшивать, как я сказала, по лицевой стороне, вставляя иголку справа налево. Смотрите, вот в этот промежуток, то есть между наборным вот этим краем и первой платочной дорожкой. Вот здесь справа налево, здесь по лицевой стороне. И далее иду на обратную сторону. То есть вот идет кромочная косичка, где мы сейчас закрывали петли. И здесь также я буду вставлять иголку. То есть смотрите, между кромочной косичкой и первой платочной дорожкой. Также у нас есть вот эти галочки. Вот раз, два. Вставляю иголку по порядку. Также справа налево здесь. Далее идем на эту сторону. Вот наша идет следующая галочка. Вот она у нас. Справа налево за две вот этих галочки между наборной дорожкой и платочной. Справа налево. Далее иду на эту сторону. И здесь также между косичкой вот и платочной дорожкой есть вот эта галочка. За две стенки этой петли я вставляю иголку справа налево с этой стороны. И так мы сшиваем вот именно весь задний шов, вставляя иголку справа налево по лицевой стороне между платочной дорожкой и вот этой вот кромочной петлей с одной и с другой стороны, соответственно. И здесь справа налево. При сшивании этого края обязательно контролируем, чтобы вот здесь два края полотна у нас ровно сошлось. Итак, вот я прошила весь этот задний шов, то есть который идет вот сзади полотна, и теперь я буду приступать к сшиванию именно подошвы. Поэтому вот здесь эти кончики, которые у нас есть лишние, я их кладу вовнутрь, в конце по изнаночной стороне я их спрячу. Полотно складываю напополам, вот именно лицевой стороной наружу, и именно подошву я буду прошивать за кромочные петли, вставляя иголку с изнанки на лицо, ну или снизу вверх. То есть вот идет моя рабочая нить, и здесь в кромочную петлю с изнанки на лицо я вставляю иголку сначала с одной стороны и затем с другой стороны, с изнанки на лицо или снизу вверх. Здесь, дальше здесь голубая полоса, и здесь у нас идет следующая полоса. То есть при сшивании, в принципе, можно сильно не контролировать, чтобы вот прям была голубая-голубая. Вы просто сшиваете по порядку.
с изнанки на лицо в кромочные петли. Сначала с одной стороны и затем вот с другой стороны с изнанки на лицо. Так мы сшиваем всю подошву, вот не доходя, вот здесь видите, у меня отмечен центр, не доходя как раз таки вот здесь в общей сложности где-то примерно 10-12 петель. Вот, то есть отсчитываем здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, вот голубая, и соответственно 1, 2, 3, 4, 5, 6, вот голубая. То есть примерно вот, ну, 10-12 петель на ваше усмотрение, то есть не прошивая вот этот мысок. Итак, смотрите, вот я прошила подошву, вот наш шов идет по лицевой стороне, как я сказала, не доходя вот до края, где-то примерно 12 петель. И теперь вот эти 12 кромочных петель мыска я сейчас вот одену вот так вот на иголку. Вот видите? Вот я их все одела, и потом возьму, просто сейчас стяну, для того, чтобы этот край наших слитков не был сильно такой торчащий, то есть чтобы у нас вот такое вот шло аккуратное скругление вот здесь. Хорошенечко здесь подтянули, при этом шов на подошве у нас должен быть эластичный. И теперь иголку я вставляю вот сюда в изнаночную сторону. И вот этот участок сейчас с мыском я сейчас аккуратно прошью. То есть именно этот участок, где я сейчас стягивала петли. То есть вот буквально несколькими стежками для того, чтобы хорошенько это все зафиксировать. И вот я несколькими стежками прошила вот этот участок, где я стягивала петли, ниточку от моточка здесь я обрезала. И теперь хочу показать шов именно по изнаночной стороне. Он идет также, вот видите, все абсолютно гладко и ничего вот особо не выступает. И поэтому никакого дискомфорта этот шов вызывать не будет. То есть вот он идет абсолютно гладкий, как с изнаночной стороны, так вот именно и по лицевой стороне. Теперь смотрите, после того, как мы следок нас сшили, вот такой вот получается у нас край. Мне это, конечно же, не очень нравится, так как я считаю, что если мы край этот оставим так, как он есть, данные следки будут спадать с пятки. Поэтому сейчас мы с вами будем делать обвязку этих следков. Для этого вначале вот маркером отмечали середину нашего вязания. Этот маркер я сейчас перемещу вот сюда, в центр. И теперь относительно вот этого маркера в каждую сторону я отсчитаю по 6 петель кромочных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И эту петлю кромочную я сейчас отмечу маркером. Поэтому я сейчас, смотрите, обвязку буду делать нитью розового цвета. Следки я вязала, как я говорила, в 3 моточка. Обвязку я решила делать в 2 моточка. Ну, на самом деле, это не принципиально, из какой пряжи и какой толщины вы будете делать эту обвязку. Для обвязки я беру крючок 3,5 миллиметра. И начинать делать эту обвязку я буду как раз таки вот с этого заднего шва. Беру ниточку, которой я планирую делать обвязку, и обвязывать я буду край с лицевой стороны. В кромочную петлю я вставляю крючок и вынимаю вот первую петельку. Делаю одну закрепляющую петлю, и теперь в каждую кромочную вот эту верхнюю петлю я буду вставлять крючок. Вот смотрите, вставляю крючок, вынимаю петельку, и этих 2 петли сразу же провязываю вот таким вот образом. Опять следующая кромочная петля, вставляю крючок, вынимаю петельку, и этих вот 2 петли сразу провязываю. Опять следующая петля, вставила крючок, вынимаю петлю, и этих 2 петли сразу провязываю вместе. И опять вставила крючок, вынула петельку, провязала. Так мы делаем обвязку вот как раз таки до маркера. Итак, вот я обвязала край до маркера, и маркер мы сейчас этот можем снять. И теперь, как я сказала, мы должны провязать 6 раз по 2 петли вместе. То есть вот одна петля у нас находится на крючке. Я вставляю крючок в следующую кромочную петлю, вынимаю петельку. И этих 2 петли я сейчас не провязываю вместе, а вставляю крючок в следующую кромочную петлю.
и вынимаю еще одну петлю. То есть вот у нас на крючке расположено 3 петли, и после чего этих 3 петли я провязываю 3 вот вместе. Это мы провязали один раз вот по 2 петли вместе. Еще вяжем так 5 раз. 1 петля на крючке. Вставляю крючок в кромочную петлю, вынимаю 1 петельку, вставляю крючок в следующую кромочную петлю, вынимаю 2 петельку и этих 3 петли провязываю вместе. Это мы сейчас провязали уже 2 раза по 2 петли вместе. 3-й раз вяжу. 3-й раз и еще 3 раза вот с этой стороны провяжем самостоятельно по 2 петли вместе. И дальше мы продолжаем вязать после того, как мы 3 раза еще провяжем сейчас по 2 петли вместе, вот до конца этот ряд, то есть до нашего заднего шва. Дальше мы будем делать обвязку в каждую кромочную петлю, то есть точно таким же образом, как мы обвязывали и вот этот участок. Итак, вот я довязала ряд обвязки до конца, то есть до нашего заднего шва. Далее я крючок вставляю в первую петлю, вот откуда я начала делать эту обвязку, вынимаю петельку. Вот она у нас идет. И эту петлю я сразу же провязываю через ту, которая у нас располагалась на крючке. И ниточку от моточка здесь можно уже обрезать. Далее, после того, как я обрезала ниточку от моточка, я беру и эту петлю просто аккуратно вытягиваю и затягиваю. Теперь все кончики, которые у нас есть, мы должны спрятать по изнаночной стороне, вот любым удобным для вас способом, после чего наши слитки будут полностью готовы. Итак, после того, как мы спрятали кончики, наши слитки полностью готовы. Значит, смотрите, если вы захотите сделать в качестве декора вот такой вот бантик, то подробный мастер-класс, как связать такой бантик, есть у нас на канале. Ссылочку я оставлю ниже в инфобоксе. Поэтому, друзья, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным. Поэтому поддержите это видео пальчиком вверх. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну а мы с вами будем прощаться. Обязательно еще встретимся с вами в новых наших видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.